Всем привет! В этом видео поговорим о моде на вязаные шапки сезона 21-22. Сегодня модные шапки предполагают полную свободу самовыражения. Выбирайте классическую или экстравагантную модель. Главный тренд сезона – мода и комфортабельность. В этом сезоне дизайнеры из шапок делают настоящее произведение искусства. Они не только сохранили практичность и комфорт, но и стали элегантными, женственными и эффектными. Шапочка Бинни также будет популярна грядущей осенью и зимой. Скромный дизайн этого аксессуара подойдет как к спортивной куртке, так и к модному пальто. Она может полностью облегать голову или быть свободной, без отворота или с ним. Вязка используется простая, под стать дизайну. В этом сезоне шапочки Бинни приобретут всевозможные навесные украшения. К ним добавятся аккуратные, плотно прилегающие к голове с чуть удлиненной макушкой. Шапка в спортивном стиле также пользуется популярностью. Ее можно надевать даже с шубами и каблуками. Подойдет девушкам с овальным типом лица. Круглолицым лучше выбирать более свободную спортивную шапку. Что касается цветовой гаммы, то наряду с привычными черным и серым на пик популярности выходят теплые шапки более ярких, но спокойных расцветок. Нежно-голубой, терракотовый, молочный, лавандовый, мятный, розовый и другие. Шапка Хельсинки крупной вязки является некоторой трансформацией лаконичной бини. Крупная вязка идет практически любому типу лица. Хельсинки можно связать самостоятельно буквально за один вечер из толстой пряжи, обладая даже минимальными навыками вязальщицы. Также вы можете попробовать связать шапку из пряжи с готовыми петельками. Это фантазийная пряжа для тех, кто совсем не умеет вязать. Вяжем руками, просто продевая одну петельку в другую, и буквально за один вечер у вас готов набор – снуд, шапка, варежки или шарф. По нашим подробным мастер-классам вы легко свяжете эти эксклюзивные аксессуары. Ссылочку на каждый мастер-класс мы оставим в описании под этим видео. Популярные узоры, которые используются для этих моделей – косы и жгуты. В идеале такую шапку дополняют шарфом или снудом, рукавичками или митенками из такой же крупной пряжи. Такой комплект будет просто незаменим для зимы. Шапка с отворотом пришла к нам благодаря блогерам США. Хорошо сочетается с дубленками до середины бедра, короткими шубами и пальто оверсайз. Отдельно стоит выделить шапки с помпонами. Такое небольшое дополнение сделает оригинальной лаконичную бини и добавит игривости шапки крупной вязки. Они могут быть украшены помпонами из меха или пряжи в тон головному убору, или же наоборот, отличным от него. Изделие, выполненное в спокойных тонах с меховым помпоном, будет хорошо сочетаться с верхней одеждой в классическом стиле. Спортивный лук могут дополнить вязаные шапки и шарфы более смелых цветов с большими помпонами из пряжи. Вязаная шапка-кепка – головной убор, сочетающий в себе козырек от кепки и основу от шапки. Оригинальное сочетание для тех, кто ценит стиль и удобство. Если говорить о расцветках, то будет уместна вся палитра пастельных тонов и моделей в черном цвете. После небольшого забвения в моду снова возвращаются береты. Здесь практически нет цветовых ограничений. Берет может быть черным, красным, любого другого цвета и даже леопардовой расцветки. Чтобы осенью в берете не выглядеть старомодной, нужно правильно сочетать его с другими элементами гардероба. Так черный берет прекрасно дополнит кожаный тренч или куртку-косуху. А если еще добавить маленькую сумочку или очки, то образ можно считать завершенным. Красный берет может стать визитной карточкой, выделяющей его обладательницу из толпы. Берет является удивительно универсальным аксессуаром, идет практически всем вне зависимости от роста, комплекции и формы головы. С ним вы можете надевать практически любые наряды: роскошные шубы, пальто и куртки, вечерние платья, классические брюки или даже бойфренды.
Одним из главных элементов моды в области головных уборов по-прежнему остается шапка-ушанка. Она, вопреки своему характерному стилю, будет одним из самых универсальных элементов как женского, так и мужского гардероба. Ушанка отлично сочетается и с классической курткой-пуховиком, и с пальто, и с шубой или спортивной курткой. Шапка-ушанка, несомненно, навевает воспоминания о детстве, но теперь есть модели для взрослых, они такие же милые и трогательные. Ушки могут завязываться или застегиваться на кнопки или пуговицы. Скоро на нашем канале Mazes Knitting выйдет мастер-класс по изготовлению вот такой супермодной шапки-ушанки. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить премьеру. Не менее актуальны шапки в неапольском стиле. Это вязаное изделие, украшенное небольшим помпоном, вычурными узорами и длинными завязками. Модель с яркой аппликацией и ушками предлагает модницам Gucci. Перуанским мотивам отдает предпочтение Анна Суи. Тепло, уютно, на пике моды. Отличный выбор для креативных натур. Битси Джонсон предлагает использовать крупные меховые помпоны для украшения завязочек шапки. Весьма интересный ход для активных и ярких девушек. Модные тенденции женских шапок 2021 – это яркие капоры, выполненные оригинальным аранским узором. Их рекомендуется сочетать с солнцезащитными очками и матовой губной помадой. Нередко края капора стягиваются шнурком вокруг лица. Это отличное приспособление на случай непогоды. Похожим образом можно надеть снуд. При необходимости его можно скинуть с головы, оставив на шее в качестве шарфа или воротника. Отлично смотрится с классическим пальто, а также с пальто без воротника с круговой горловиной. Девушки активно носят капоры с шубами и пуховиками. Не бойтесь примерить капор с курткой-косухой. Вязаный материал смягчит агрессию кожи, сделает образ более женственным и спокойным. Вы можете связать вот такой шарф-снуд своими руками без спиц и крючка. Ссылочку на подробный мастер-класс я оставлю в описании под этим видео. Однозначно привлекут внимание девушки в вязаной косынке. Это практичное и модное решение для ветреной осенней погоды. Современные дизайнеры предлагают различные варианты использования платка. Его можно просто повязать на голову, как классический платочек Аленушки, или соорудить из него настоящую чалму на голове. Чалма или тюрбан уже несколько сезонов не сдает своих позиций. Благодаря необычной форме придает изюминку и женственности образу. Чалма будет отличным помощником в дополнении лаконичного и строгого костюма, а также привнесет изюминку и в яркий красочный наряд. Обладательницы шикарных волос, не желающие прятать их даже в холода, могут надеть на голову теплую вязаную повязку. Независимо от того, выберете ли вы модную восточную чалму или лаконичную бини, важно помнить, что шапка должна быть практичной и комфортной, сочетаться с другими элементами гардероба и подчеркивать вашу естественную красоту и индивидуальность. В любом случае, обратите внимание на модели из самой качественной пряжи. Для межсезонья, а тем более зимы, это изысканный кашемир, шерсть, альпака и мохер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Если вы вяжете по нашим мастер-классам, присылайте фото ваших готовых работ нам в Instagram. Мы разместим их на нашей страничке. Пока-пока!